Друзья, всем добра, добро должно быть с кулаками. У нас сегодня игрушка по совету зрителей. По-моему, Серафим, да, предложил, не помню точно. Алас или Серафим. Ну, в общем, поиграем, посмотрим. Я думаю, одного стрима для того, чтобы оценить игрушку-то нам хватит. 2 часа или 3 часа сегодня зарубимся. А дальше уж трай по ней делать или нет, будем решать. Потому насколько хорошо приспособлюсь к этому всему делу с елочкой. Игрушка пока не русифицирована, хотя в 2021 году выпущен. Что уже, 23 у нас. 2 годика. Ну, может быть, чуть меньше 2 лет. Ну, русификации, наверное, не будет. Игрушка очень не пропиарена. По крайней мере, среди российских ютуберов, блогеров, игроков. На рутрекере там 111 скачиваний или 119, что-то такое. В Яндексе в поиске по этой игре ближайшие стримы там чуть ли не год назад были. Последние, то есть в основном англоязычные стримеры стримят. Ну и в общем не русскоязычные. Смотреть, конечно же, еще хуже. Поэтому... Надеюсь, проблема только в маркетинге, а не в игре. Потому что я не думаю, что Серафим и Ал ошибаются. Скорее всего, проблема именно в русификации и в маркетинге. Ладно, давайте поиграем. Я вообще еще ни разу не запускал. Я посмотрел стрим, как ребята играют. И еще видосик об этой игре короткий. Там 8 минут, наверное. Кого 8, наверное, 3 минуты. Но стрим пока смотрел, заснул. Так, ребята пытались все сами переводить, а это очень тяжело смотрится. Я буду елочкой пользоваться, то есть читать быстро. Мультиплеер вот как раз я смотрел, довольно-таки прикольно. Можно вместе с друзьями поиграть, то есть как в Тею, также бегать. Но все в одном отряде. И это здорово. Отряд из 5 человек, по-моему, максимум, если я правильно понял. Ну и вот набираешь людей. Ну давайте попробуем. Я настройки пока никакие не менял, кроме как по расширению экрана да по звуку. Музыку выключил, потому что она тут дичайше отвратительная. Что-то тут все заблокировано. Видимо, только надо проходить по очереди. Да, все. Тогда все разблокируется. Ну, это даже интереснее. Вот у нас книжка открылась, как в Trials of Fire. Помните такую игрушку? Если кто помнит, лайки жмите. 5 лайков уже есть. Спасибо большое. Не забывайте за поддержкой. Тоже поддержка хорошая. Так, Adventure. Что тут у нас? Ну, в общем, это сложность, я так понимаю. Можно выбрать кастомный, можно максимальный попробовать. Что у нас здесь? Переведет елочка, как вообще работать будет здесь нормально. Рассказчик, авантюрист. В общем, герой. И отказался у меня переводить елочка, отказалась. Волкинг, ходячий ланч. Ходячий обед, короче. Да ладно, я смог перевести. Да ладно, ни хрена себе. Ну, мы, наверное, попробуем ходячим обедом максимальную сложность сделать. Так. Это что такое еще? Мы сейчас все почитаем. Я буду вдумчиво играть. Я видел, что тут очень много текста в игре, но при этом очень много поясняющего текста. Кнопочка, вырезанная в камне. Весь прогресс сохраняется автоматически, проигрыш является окончательным. Никаких повторных попыток. Ну, короче, это стальной кулак, или как он, железная воля, помните? Железная воля, по-моему, в других играх называется. Здесь вырезанный в камне. Ну, я не буду это включать. Mapseed советовать, наверное, никто не будет здесь, поэтому просто так кинем. Пока не все механика изучены. Ну, блин, придется описание к видео менять. Ну, давайте трагический герой. Трагический герой, что там у нас? Перевод-то будет. Да что-то елочка тут барахлит у меня. Мир жесток, бой неумолим. Немногие остаются невредимыми. Хорошо, попробуем. О, слушай, а если я
Просто так напишу что-нибудь. Оно заработает или будет что попало. Не подумайте, я не дьявол-поклонник. Просто первая цифра, которая в ум пришла. На ум пришла. Итак, сейчас мы выбираем 3 персонажей, с которыми будем играть. Интересно, а можно вообще двумя только? Нет, двумя, по-моему, нельзя. Тут история требует, чтобы 3 были. Так, еще мне интересно, могу ли я сразу выбрать... Тут воин, охотник и мистик. Короче, есть 3 класса, всего 3. Которые дальше делятся там на охренеть сколько всяких разных подклассов. Но вот я что-то подумал, может быть вообще одних хантеров набрать или одних воинов. Мистики, они там во все швыряются, как-то вот швыряют элементами, которые есть на карте. Так, где тут это? А, не, нельзя, да, выбрать. В истории тоже нету этого. Аспекты. Только пол выбирать. Внешность всякую. Ну, кастомизация здесь есть, правда, непонятно зачем. Это не Fallout 4. Зачем тут лица там всякие эти кастомизировать, кому это надо. О, слушай, а если я сделаю... О! А, нет, нифига не меняется. То есть Хантер у нас есть Хантер. Слот для Хантера есть слот для Хантера. И здесь просто чувачки меняются, там всякие характеристики, может быть, какие-то меняются. Количество, качество персонажей на старте зависит от истории, в которую играешь. Понятно. В этой истории 4 максимум, да? Вообще будет 4 максимум. Или... А, не знаю. Да, наверное, 4 максимум будет. А на старте 3. Ну, ладно. Это что такое? Что-то какие-то Каламитис. Стартовые Каламитис. Сейчас прочитаем. А, бедствие. То есть усложняют игру. Я понял. Это, в общем, типа, насколько старый у нас мир. Ну, мир со временем, я так понял, развивается здесь тоже или нет? Скорее всего, да. И, ну, как в ТЭ, да, со временем. И это вот... Какой уровень сложности? Ну, давайте с нуля начнем. Так, reroll. Я вообще не понимаю, тут... Вот в этих пока всех... Тут игру русского нету. Я сейчас на это все первый раз смотрю. И я думаю, что тут... Body type, voice... Так, woman, не woman. Anyone, зашибись. Так. А, кто ему нравится, да? Гендер, то есть мужик, а нравится ему женщина, допустим. Ну, понятно. Это очень важно. Это его имя, кстати, можно сразу вводить. Давайте сразу одного назовем Серафимом. О, зашибись. Не так не пойдет. Серафим. Раз уж в чатике появился. Так, Серафиму нравится, наверное, женщина. Я не знаю, ну так, наугад говорю. Боди. Это что такое? Гигант какой-то. А, слушай, я нажимаю, он все больше и больше. А, это он... Понял, это он туда-сюда играет. Ну ладно, это не интересно. Это хрен его знает. Не буду я разбираться пока. Так. Здесь, говорят, стартовая история еще важна. Она может на что-то повлиять. Ух ты же, ежик. Ну-ка давай прочитаем хотя бы, что тут бывает, какие истории. Разбитое сердце, клоун, творческий, любопытный, темное сердце, судьба, далекий, мечтатель, флиртовать, песчаный, обитаемый, эль, чё? Честный, лояльный, удачливый, загадочный. О, давайте удачливого, наверное, выберем. Обожаю удачу. Где там Лаки? Лаки, вот он. Это что такое? А, это то же самое? То же самое, то есть несколько черт мы можем выбрать. Серафим. Кого А, Серафиму я уже взял, он будет лучником. Так, раз лучник, надо что-нибудь... Потенциал какой-то у него есть.
Потенциал, удачливый и какой-нибудь креативный давайте сделаем. Лаки, потенциал, креатив. Я не знаю, что это на что влияет. Пока так, скорость плюс... Вот здесь, наверное, пассивки меняться будут. Dodge, accuracy, так, блок. Пойдет. Все, какая-то история, я ее так понимаю, тоже можно вручную тут все переписывать. Нет, нельзя переписывать, ну и ладно. Аспекты, я думаю, тут трогать ничего не надо. Мне мага с белыми волосами. Так, тогда это вот будет не Серафим. Раз тебе мага. Подожди. Как я его... Вот здесь. Когда этот будет Дармак. Тогда этот будет Дармак. Серафима мы сейчас другого выберем. Ну, Хайр, конечно, тут жесткий. Что, мужских нету, да? Вот это обычная моя прическа, в принципе. Да, вот это точно Дармак. Вот я так где-то так и выгляжу, только нос у меня прямой. Короче, вот он, Дармак. Так, пойдет. Волосы прям того же цвета, все нормально. Так, Дармага мы подобрали. Я думаю, дальше тут ничего интересного нету выбирать. Давайте займемся. Да, нажмем. Здесь мы... Это я Вериора взял. Мэджик у нас, да, будет Серафим. Давайте мужика какого-нибудь. О, пойдет. Я вот так себе Серафима и представляю. Так, это будет Серафим. Любит женщин. Все нормально. Здесь потенциальный лаки лояльный. Зачем нам на лояльный? Что я там брал? Что-то я потерялся. А что же я брал-то? Лаки. А, вот этот. Креативный. Креативный. Возьму всем одинаковые. Что мне париться? Дмитрий Ланнистер. Привет, привет. А во что это вы играете? Это, ну, прикольная игрушка. Единственное, что она не на русском пока что. Поэтому будет немножко сложновато. Ну, а лучника тогда возьмем уже Алла. Вот это Ал. Раз мужик попался, любит женщин, все нормально. Ал Асл, да, по-моему. Асл. Ал Асл, вот он. Так, так, так. Окей, выбираем ему то же самое, что и нам. Лаки. Креативный. И потенциальный. А, ну тут нет, тут все другое. Тут, видимо, от его профессии зависит. От того, что охотник, те характеристики. Ладно, пойдет. Мне это нравится. Так, я имена, вот они. А у Алла почему-то просто Ал стало. Надо через слэш, что ли. Если ты меня увидишь, тебя ждет разочарование. Не похоже, да, немножко? Так, Дармак, как-то несерьезно. Где женский пол, не говорят других гендеров. А мы возьмем... Тут надо четвертого потом будет взять. Это будет женщина. Наша женщина. Так что все нормально. Женщине же нужно внимание, а тут будет сразу 3 внимания. И будем за нее драться. Так, ладно, окей. Пати селект. Выбрали. Что, создание, ну, территории. Это может занять какое-то время. Окей, Визард, что-то там, город называется. Это книга. Ну ладно, это я, наверное... Я не знаю, читать ли это. Вот стартовое, наверное, все всегда одинаковое будет. Ну давайте прочитаем. Только, блин, сейчас мне только настройки надо поменять, потому что елочка сейчас с этими настройками работает отвратительно. Будем, наверное, просто вот в таком режиме. Вот так елочка нормально. Нифига не нормально.
Теперь сзади экрана мне переводит. Сзади экрана. Ох, ну что поделать. Ладно, будем учиться. Это комната. Так, в нем есть место для другой истории. А я рум думал. Комната всю жизнь. В книге есть место для другой истории. Она холодная. Чё? Я стек. Here. Почему у меня... Блин, ну ладно. Холодно, я застрял здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько ж текста. Да я с ума сойду. Так с елочкой дергаться. Ну, давайте дергаться. Я напишу что-нибудь, что мог бы найти странник. И будет ли она читать это у костра, и будет ли она молча любить меня, будет ли она плакать. Пока непонятно ни хрена. Нет, я думаю, в эту игру нормально будет играть, когда оно нормально локализуется. А так вот сидеть переводить, это вот... Кто английский хорошо знает, тогда хорошо. Да, тогда это было бы началом. Это слово вот ребята не смогли перевести все-таки. Нигде перевода нету, видимо, это здесь, в нашей потусторонней стране. Потусторонняя страна, нормально перевел мне. Елочка нормально все переводит. Некоторые деревья, что-то в лесу очень странное. Я, кстати, могу свой вариант перевода дать, а потом настоящий. Мой вариант совершенно отличается от настоящего. Смоук. Что-то смог. Да? Дым. Блин. Опять меня не получилось перевести. Давайте смотреть. Озабоченный только перспективой обычных незнакомцев, молодой человек по имени Дармак отправляется по сезонной дороге в город Визардтаун. Визардтаун. Нет, тон. Визардтон. Повбивают одну-то. В смысле повбивают? Дорога милая. Винтер. Ну, Винтер, он так, я понимаю, сокращает, да? А, нет, в зиму. Почему заглавные буквы-то? Дорога хороша зимой, город может быть меньше. Нет, не буду я сам переводить, позориться. Надеюсь, я не увижу никого, кто меня помнит. Ну, кто меня помнит? Я их не помню. Ветер легкий в этот день, птицы улетают. Что он тут стихи читает? А на самом деле весь мир дышит, готов прыгнуть в море. Какая-то глупость. По-моему, у этого Дармага не все дома. Впрочем, как и у оригинала. Я уже там, да? Вот сложная часть. Поднимаю Эль из постели. Надеюсь, там только он. И надеюсь, на этот раз он одет. Или я, или еще. Чего? Кто? Ну, что за дым? Короче, деревня в огне. Давайте тушители. Не деревня, наверное, дом один. Трепещущее пламя гнездится среди далеких крыш. Дармак спешит в сторону города, думая о Вале, молодом человеке, которого он знает с детства. Что за Вал? Так, и вот тут у нас, ребята, будем голосовать сейчас. Я вам сейчас прочитаю каждый вариант, что означает. Первый вариант — это у нас плюс соперничество. Как будто я всегда ему говорю, когда-нибудь твой дом загорится. По-моему, Риволи соперничество. Не знаю, Риволи не смог у меня перевести. Елочка не способна это слово переводить. Ну да, соперничество. Так, первое, как будто я всегда ему говорил, чтобы твой дом что-то загорелся. Так, дальше. Должно быть, он пытался приготовить завтрак снова. Тут в зависимости от того, что мы выберем, различные характеристики, бонусы, отношения и всего остального. То есть это на самом деле важные штуки. Так, последнее, я не знаю, почему я имею в виду он ни за что.
Я точно так же понимаю это все, как и вы, так что особо я ничего не понимаю. Приветствую всю честную компанию. Короче, идея... Идея нахожусь. Это точно. Вот и я также думаю. Идея нахожусь. Так. 1, 2, 3. Ну, в общем, давайте, наверное, я вот хочу соперничество попробовать. Не знаю, что даст. Но я думаю, будет интересно. 1, 2, 3 в чатик напишите, или я соперничество выберу. Сменяйте на меня. Просто тут как бы ничего не подписано, наверное, и ничего не будет. Не знаю. Так, что у нас стрим в эфире-то? Ну, довольно нормально, быстро, без замедлений, без заеданий стрим идет. Я буду голосовать только за своего героя. Кстати, Серафим, логично, логично. Это я Дармак, типа... ну да, Дармак пусть и выбирает, ты прав. Это я с Алом буду соперничать. Ну да, разумеется, я буду соперничать за женщину. Так. Я все еще... Что дальше там? Я всегда думал, что буду поджигать. Вот и все. Эй, Ал, ты здесь? Да я сам смог перевести. Сейчас мы прогружаем миссию. Вот, миссия прогрузилась. Нам рассказывают, как мы передвигаемся. Это, я так понимаю, у героя два экшн-поинта. Вот это, я так понимаю, первый экшн-поинт. Вот это вот два экшн-поинта сразу потратить. Или нет. Ну, судя по картинке внизу, так оно и есть. Action left. Герой может... не может больше двигаться. Не сможет больше двигаться. Прочитаем, чтобы врубиться, как это вообще. Герой может сделать одно движение, которое требует одного действия. Или двойное движение, которое требует обоих действий. Все герои ходят по очереди в любом порядке, а затем по очереди ходят все враги. То есть сначала герой. Так у нас инициатива стопроцентная. То есть у этих у врагов всегда 0%. Так это ж круто. Это что такое? Цели перечислены в верхней панели. Наведите курсор, чтобы узнать подробности. Я вот когда эту елочку получил, я вообще больше не парюсь. Пытаться переводить, что-то запоминать. Где цели? Вот это что ли? Потушите огонь. Встаньте рядом с огнем, используйте Exfusion. Или что такое? Чтобы потушить его. Короче, вот сюда встаем. Тут диагональ тоже работает. Вот появляются здесь новые... Вот это наши действия, которые мы можем предпринять, типа карточки, да? Fusion получилось, появилось. Потушили. На самом деле в этой игре мы тушить огонь, наверное, вряд ли больше будем. Снова два экшн-поинта у нас. Дошли. И встали в него. И загорелись со стопроцентной вероятностью 2 дамага за ход, я так понял. Что-то типа того. Или просто 2 дамага. Так. Откройте дверь. У нас загорелось задание. ТТ, приветствую. Русификатора вообще никакого нет. Елочка. Вот тебе и русификатор. Вот чем я пользуюсь. Вообще никакого, в принципе, елочки хватает, это как вообще какой-то. А лучше елочки будет только лицензионный перевод, в котором будет осмысленный перевод, ну то есть высокого качества. Привет. Потому что здесь нужен высокое качество, нужно, потому что здесь очень много текста, причем такого специфичного. Это не я встать с кровати, там, взять книга, положить на стол, как нас в школе там что-нибудь учили. Это тут вот всякие тонкости, всякие там редкие слова и связки. Потому что, ну, опять же, текст. Так, наконец-то попал на стрим, смотрю довольно давно, но в основном ты. И заметил, что было 2 или 3 трая за избранного как зверей. Не хотел ли ты мод на зверей в таком случае поставить? Хотел. Я вот на последний трай хотел мод как раз и поставить на зверей. Но что-то забыл.
Тупо забыл. Ну, может быть, потом поставлю. Если вспомню, как обычно. Так, женщину пока таких нет. Значит, шершеляфам. Шершите ее. Так, хорошо. Open Door у нас кнопка появилась. Открываем. И дальше опять читать текст. Ну, тут хотя бы мало. Эй! Огонь не достиг его дома. Цифры. Фигурас. Хрен его знает, почему цифры перевел. Ал. Что-нибудь. Шот. Или скажи что-нибудь, или что? Кинь что-нибудь. Кричи что-нибудь. Крикни что-нибудь. Что, идиот? А, тот идиот. Это типа тот идиот. Why no one? Почему? Чё? Почему не один? Почему никто? Дверь заперта. Клик-клик. Ал открывает дверь, я так понял, да? Ал толкает его открыть. Ну, вот перевод елочки, это, конечно. Да ты что за... Елочка, блин. Хорош глючить. Пощади мою дверь, скотина. Лучше зайди внутрь. В общем, типа того, что там. Ап. Бах. Ну, взаимоотношения, если мы выбрали бы не соперничество, конечно, слова были бы немножко другими здесь. Твой лук. Да. Это вещь в... на улице есть вещи, ты никого не видел? Типа монстров? Не знаю. У меня есть один в ловушке позади. Что попало перевод? Вот рычит какой-то тип. Огонек горит. За дом. Задом, может, я не знаю. Нет, за дом. Ой, оставайся здесь. Оставаться здесь не вариант. Правильно. Итак, вот у меня есть несколько инструментов. Слушай, я знаю, что мы не лучшие друзья, но мы все еще находим повод повидаться. Ты можешь помочь мне побороться с этим, ну, с монстрами, которые снаружи, там, с огнем, все дела. Вот сейчас мы выбираем оружие, которым будем пользоваться. Здесь выбирает что, Дармак. Ой, кто за Дармага будет выбирать? Я даже не знаю. 1, 2 или 3. Ну, тут первая вилла, это что там, через одну клетку, я так понял, бьют. Типа копья. Пиксейдж это типа топоры, которые бьют, я так понял, большой урон. А сковородка это, если я верно понял, что-то типа оглушить, дубины, что-то такое. Ну не знаю сам точно. Ну, довольно весело со сковородкой. Пиксейдж и сковородку я, в принципе, уже видел. Можно вот виллу выбрать. Первое. Ну, чатик молчит. Я выбрал... Артем вот говорит. Давай. Артемный. Наверное, Артем. Не знаю. Тройку выбрал. Так, хорошо, схватаем сковородку. Мощная тема. Так, Дармак же у нас воин. Все правильно. Сковородкой будем всех бить. Так, ты знаешь, что делать? Конечно. Просто не открывать дверь, пока не будем готовы. Это нам показывают противников, которые могут быть в этом испытании, я так понимаю. Здесь описание всякое есть этого противника, но оно на бой, я так понял, не влияет, просто как бы для лора. Небрежно разбрасывая под собой копыта, он бежит, шатаясь, ревя в агонии. Монстр, видимо, пораженный светом, как из Стеи, что-то такое. Фои картс. Фои, не знаю. Вот опять же необычные слова какие-то. Фои. Что за фои? Так, вот здесь у нас, да, выход. Все потухло. Так, это что? Я хожу Дармагом, Алом. Дармагом сейчас просто сюда подойдем.
А я могу вот сюда встать, сейчас механику сразу проверю. Я пока не знаю эту механику. Вот описание у каждого предмета, блин, есть. Только вот насколько оно нафиг нужно. Тут понятно, книжный шкаф, 2 хп. Хорошо защищает для... Чего? Да блин, твою. Налево. Елочка здесь. Хорошее прикрытие для соседних фигур. Вон оно как. Ну понятно. То есть как бы это можно было не писать. Хорошая защита, я понял. О, огонь. Fireplace. Огненное место. 3 брони. 6 чего там. Что такое вердинг в этой игре? В этой игре будет часто это слово вспоминаться. Появляться. Надо его сразу выучить. Слушайте, может мы и английский потянем дармагу? Война? Вердинг это война? С чего-то вдруг? Вординг. Типа вординг. Да ну нафиг, наверное, что-то не то. Так. Partial cover. Это что такое? Частичное прикрытие. Так от чего он тут защищает? Он в стене находится. Вот почему-то какие-то вот тут еще значки, щиты красные, щиты... Ну, щиты синие, ладно, это 3 защиты. Щиты красные, это вординг как раз и есть. Это, наверное, защита типа магической какой-нибудь. Если я правильно понял. Алтарь. Так, ну тут тоже practical cover. Stone. Статуя. О, еще из чего сделано, что ли, есть? Wood book. А, wood, наверное, горит, что? А stone, наверное, вряд ли горит. Тут тоже wood чист. Механизм. Что значит механизм, непонятно. Чего, что это дает, что бук, что механизм, а что статуя. Ну, это, наверное, просто описание. Саки. Ну, секс, типа мешки. Некоторая защита. А, от дальних атак. Лучше защищает от дальних атак. Если я правильно понял. В некоторые укрытия труднее попасть дальними атаками. Зачем в них попадать дальними атаками? Ну все, карту, я так понял, крутить здесь нельзя. А, ну вот, только двигать. Ну и кровать тоже тут дерево, частичная защита, 4 хп. Так, больше здесь ни черта в доме нету. Ну нам как бы это и ладно. Подождать, атаковать, выстрелить. Я хотел вот так сделать. Подойти сюда. Вот. И пока что... О! Что это такое? Что-то немедленно сделать. Тушите ближайшую лампу. А, вон что. Атаковать, я так понял, в рукопашную. Ну, нам это не надо. Это... Что там атаковать он собрался? Так, сейчас просто подождем, чтобы ходы восстановились. Так, ходы восстановились. Я вот что хотел сделать. Дармагом попробовать дверь открыть. И смогу ли я потом пройти или закрыть дверь. О, ну-ка, 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 ну-ка. Это, по-моему, то, что нужно. Или нет? А, нет, это не то. Это просто описание, что если вы рядом стоите, то вы повышаете себе... Так, встаньте рядом с союзником, чтобы прижаться к нему. Стена уменьшает входящий урон и не суммируется. Ну, странно. Понижение, в общем, урона идет. Вот появилась между нами синяя черта. Это, я так понимаю, оно и есть. Другое дело, что сложно вам ее показать. Так, фое карт, это карточка врага. Фое карт, вот она что, понял. Верт, оберег, это магическая защита. Ну, это я тоже уже догадался, спасибо. Пусть арт будет, просто YouTube цифры не дает нику. Арт. Расстояние по диагонали считается за 1,5.
Так что если у оружия дальность 2, то оно бьет по прямой на 2, а на диагональ только на 1. Кинжал с дальностью 1 не бьют по диагонали. Понял, Серафим. Пока выглядит очень слабо. Дмитрию Лазнистеру не нравится. Я очень рад, что честно пишите свое мнение. Это очень важно. Карту крутить можно. Так, карту крутить можно. Ну что, Q... Нет, Q нельзя. Q он это... А что ее? Rotate? На что ее крутить-то можно? Не знаю. А, это назад Ctrl-Z тут есть, ни хрена себе. Ну, давай посмотрим. Ctrl-Z, так. Нет, это что-то не то. Короче, скажите, на какую. Я проще спросить, какие кнопки крутить, чем этот изучать менюшку долго будет. Так, о, у нас что-то еще появилось. Коррупшн какой-то. Коррупция. Замедляет движение, наносит 1 магический урон при ходьбе по пересеченной местности. Наносит 1 магический урон. И замедляет. Понятно. Тут у нас Fire. Ну, Fire это, я так понимаю, для врагов изучаем с вами, потому что сами-то вряд ли в него полезем, в этот огонь. Наносит 2 магического урона, тоже магического, юнитам, которые проходят через него или начинают свой ход в нем. Сгорает, если не на обломках. Вот сейчас он на обломках, то есть он не сгорит, да? Тут же обломки под ним. Кстати, не пишется, что под ним. А что над ним? Так, я думаю, знаете что? Нас никто никуда, убейте монстра, не торопит, поэтому сейчас просто подождем. Пусть монстр сам выбегает. О! А, это он 2 хода сейчас, да, сделал? Монстр сделал 2 хода, отлично. Сейчас мы сможем по нему ударить. 60% что попадем. 15% что оглушим. И еще оттолкнем, да, его. Так, а этот стрелять сейчас в упор, наверное, не сможет. Нет, не может. Отлично. Механика, в принципе, понятная. Ну, давайте ударим. 5 дэмэдж, он отошел в мир иной. И какую-то гадость из-под него вытекла жидкость какая-то из него. Так, теперь мы выбираем, кем будет Дармак. Первым, вторым или третьим. Так, давайте посмотрим. Батли Дэнсер. Танцующий... Как он называется, Батли Дэнсер-то, блин. С клинком. Боевой танец перевели. Ну ладно. Blood Rage. Кровавая ярость или что это? Да, кровавая ярость, да ладно. Black Slam это что? А, Backslam. Backslam. Это Backslam. В общем, это вот так вот у меня и перевели. Слэм это что такое? Слэм это слэм. Все понятно. Так, ну давайте почитаем, что оно дает. Black Dancer, пассивка. Атаки ближнего боя. Стоит одного действия. Melee attack only cost Darmak one action. В смысле? А они разве не все атаки одно действие стоят? Ну ладно. Видимо, не все. Теперь что-то узнал. Карту. Так. Зажми правую кнопку или колесико крутить как-то не особо надо обычно. А, все понял. Спасибо, попробуем. Так, у кровавой ярости пассивный эффект атаки дармага в ближнем и дальнем бою наносит больше урона в зависимости от процента недостающего здоровья. А, понятно. Максимум до плюс 3 к урону.
Это я терпеть не могу. Я это терпеть не могу, но я это взял. Короче, потому что елочку сбрасывал. Сбросил, блин. Так, Ал у нас выбирает. Ал у нас отошел, наверное, да? Ал, ты в чатике? Если Ал у нас не в чатике, сейчас, не знаю, сами будем выбирать. Сейчас я это все прочитаю. Первое это у нас засада. А, нет. Флешкон. Вот это сквозной выстрел, вот это, наверное, засада, что ли? Да, вот это засада. А вот это флеш. Ну, флеш это... Как она? Вспышка. А кон что такое? Кон я не помню. Конус. Вспышка, конусная вспышка. Не могу тут елочкой зацепить. Ладно, неважно. Давайте эти посмотрим, что дает пассивки, активки. Тут активки только. Блин, ну надо же было мне выбрать эту хрень. Так. Обычно атаки завершают ход, теперь будут постоянно стоить действия без завершения хода. Понятно. А, что я тут слишком много выделил. Так, активно. Один раз за бой выбрасывает световой конус, ослепляющий врагов и наносящий магический урон. Если бросить союзника, союзники будут скрыты. Урон сила плюс урон от заклинаний. Ну, это очень такая тактическая штука полезная, я тебе скажу. Можно и противнику нагадить, да? Ослепить. И союзника скрыть от противника. Какого-нибудь помирающего. Так, засада. Ал отступает, используя дальнюю атаку на первого врага, который входит в опасные клетки, нанося дополнительный урон плюс 2. Если выстрел не сделан, каждый получает бесплатную атаку в начале своего следующего хода. Не каждый, а Ал получает. Ну, понятно. All. Бесплатную атаку в начале следующего хода. Ну, это типа зацелить, да, я так понимаю. Зацелил, радиус появляется, в него кто-то заходит, ну, как в этих, в XCOM. И получает по щам. А это выстрел сквозь, это, ну, я так понимаю, тут переводить не особо нужно. Алла выпускает искусственно расположенную стрелу, которая проходит через первую цель и поражает следующую цель на линии, нанося второй цели. Что-то минус 1 урона. Ну, наверное, на минус 1 урона меньше, чем первый. Так, наверное. Кон против. То есть вспышка напротив. А, понял. Бери пробой, не ошибешься. То есть, да ладно, ну давайте возьмем. У нас Серафим за Алла решил. Так, у нас есть... мы нашли экипировку. Какую-то экипировку. Тут описание этой экипировки. Справа, кому мы ее дадим. А это что такое? Если это нажмем, что будет? Спасение плюс 1 нить заклинаний. Вот это непонятно. Что если я могу выбрать, наверное, пустой слот, либо нажать вот эту штуку и получу плюс 1 к силе заклинаний, типа такого или нет. Ну, не знаю. Ладно. Бонус дэмэдж. Дополнительный урон. Ну, это понятно. Аллу пойдет, он же у нас лучник. Вот. Бонус дэмэдж 0 будет 0,7. А удар мага будет 1,1. Сальваж переработать на ресурсы. Так это что, ресурс, что ли? Нить заклинания это ресурс. Вон оно что. Ну, я не знаю пока для чего нам ресурсы.
что тут выгоднее, в какой цене, много ли это редкий ресурс или нет, поэтому, наверное, лучше бонус дадим Аллу. Так, подвеска получил, бонус Дэн получил, 25 лет ему. И чё, зачем нам это показали? Ну ладно, окей. О, ребят, опять текстовка началась. Ну давайте читать. Что ж, не так, как я ожидал, этот день пройдет, но я думаю, мы оба герои. Разве это не круто? Смерть существа тихая. Кажется, что он ускользает из жизни в несколько ошеломленных смутных мгновений. Чё? Не знаю. Вот плохо, плохо, плохо. Это помните, как мы в Тею играли, когда она еще была в бетке, прям в далекой бетке, Яндекс переводчиком ее переводили. Вот было также невыносимо читать квесты, проходить теевские. А тут что-то подобное. Они проведут часть дня, контролируя пламя. Ущерб не так велик, как мог бы быть. Кто они? Наверное, деревенские какие-то. Горожане выходят из укрытий, чтобы тушить пожары и расчищают завалы, которые полны любопытства. Других явно преследуют... некоторые полны любопытства, других явно преследует то, что они видели. Серафим. Серафим, должно быть, уже ждет нас. Ненавижу это говорить, но мы оба должны уйти. Серафим? Кто это вообще, да? Елки-палки. Елочка, не тупи. Он уже в той разрушенной башне. Я хочу пить, и это место в плохом состоянии. Другие могут позаботиться об этом месте, но Серафим будет ждать нас в башне. То, что произошло сегодня, могло происходить повсюду, не так ли? То, что произошло сегодня, здесь может происходить где угодно. Что-то в этой башне просто засело у меня в памяти. Это как когда у тебя в зубах кожура яблока. Я вот за что купил, зато продал. Так что прошу прощения, кому перевод не нравится, другого у меня... Так, это действительно так. Второй корпус, ага. Вот я не знаю, где он второй корпус прочитал. Ну ладно. Может быть, будем битвы играть только. Что-то я это... Во всяком случае, я просто думаю, мы сказали, что встретимся с ним мы должны. Башня на холмах. Вы там были? Да, однажды. Собственно, глядя на следы, они приходят и уходят в этом направлении. Или гляди на следы там что-то. Дармак и Ал пошли по утоптанной тропе чудовищных ног, надеясь на лучшее, но и опасаясь любой другой возможности. Чему опасаюсь? О! Друзья или романтические отношения у кого? У Алла с Серафимом. Ну, я думаю, точно не романтические отношения. Нам вот этого не надо. Нам психопаты в пати не нужны. Так, безмолвное время проходит между ними. Но... Да что тебе? Тишина только усиливает их беспокойство. Ты знаешь, Серафима дольше, чем я. Он довольно способный. Я чувствую. Ох. Да, Серафим может быть слишком широко раскрыт и доверчив, но он не часто меня разочаровывает. Ты знаешь, что я знаю? Вот это, мне кажется, словесный паразит у англичан. Тут в конце говорят, ты знаешь? Вокруг него происходят странные вещи, но я бы сказал, что он, вероятно, сейчас там.
выяснять вещи. Найдите Серафима старой башни. Скаутинг. Как делать скаутинг? Нам тут рассказывают. Экшен. Разведка. Чтобы найти места в дикой местности, герои должны разведать землю, что требует времени. Нажмите на неразведанную плитку, чтобы показать действие разведки. Тут другого мы не можем выбрать, да? Так, у нас все выбраны сейчас. Выбранные герои. Вот кто будет разведывать, все 2 героя текущих есть. Серафима мы пока не подобрали. Вот мы должны территорию с башней разведать. Стоит 11 дней путешествия и 13 дней для завершения. Охотник дает дополнительную, да? Labor это же ништяки или... труд. Труд, точно. Labor это же эти. Тут трудоголики, типа, понятно. Ну ладно, пошли. Я не знаю, как это все работает. Пока, я думаю, заморачиваться смысла нету в такой тонкости механики. Дошли и дошли. Ничего здесь страшного нету. Предыдущая ночь. Башня, где Серафим договорился о встрече с дармагами другими, это место, куда он часто убегал в детстве. Он знает эту... Опять комнаты какие-то. Тут что за комнаты? Он так хорошо знает его комнаты и этажи. Комнаты этой башни. Кауч, я не знаю, что такое. Наверное, он там. Ауч. Обо что-то обжигается или что? Он мог бы выжить, если бы его преследовали. И сейчас я suppose. Предполагаю. Ауч. Это может кашель так? Я тут ауч. Пыль здесь густая, как дождевые лужи. Жив, хотя лучше не быть. Может быть, если этот зверь прорвется... Короче, он боится быть живым, потому что если зверь прорвется, то он, наверное, его что-то сделает хуже, чем убьет. Как думаешь, зверюга? Зверюга тут рычит, понимаешь? Пугает, запугивает гадина. Нельзя запугивать. Ты ж хочешь убить, надо наоборот притаиться, а потом из тишины прыгнуть. Придут ли мои друзья и спасут ли меня? Или я недостаточно красивый? В смысле? Милый. Да ладно. Претти. Смотрим сейчас, достаточно ты или недостаточно. У игры должна быть индивидуальность. Вот, к примеру, игра за короля. Там тоже тремя играем. Это For the King. Ну, там боевки интересные. Где-то интересный сюжет. Тут что хорошего? Тут пока нет русского языка. Я боюсь, хорошее только вот, наверное, РПГшная составляющая. То есть тут у тебя в процессе испытаний вот ты находишь шмотки, усиливаешь героев, что-то ты можешь усилить в процессе диалога, я так понимаю, усиливаешь персонажей, проходишь сценарий полностью, открывается следующий. То есть вот в Тее вот этого не хватает, кстати. Но это вот насколько я понял за пару часов просмотра стримов. В комиксах теперь Ал тоже с ожирением. Да, я заметил, что вот у него, что шмот, который мы получаем, он на героях отображается. Это круто. Этого тоже в Тее не хватает. Так, башня пережила поколение. Может быть, похвальба кого-нибудь давно умершего деспота.
чье имя утонуло в реке. Ну, вряд ли тут похвальба. Может быть, обиталище кого-нибудь. Но как вам скажут старые или древние, в руинах ценные вещи остаются незамеченными. Короче, Серафим пошел в башню лутать и тешить своего хомяка. Красавчик. То, что надо. Я такой же. То, что селится среди костей неудачи, часто является мечтой, которая ее подтолкнула. Это книга. Я никогда... Чё там? Почему я никогда... Точно перевел, смотри. Легко это... Думаю, вам интересно, почему я разговариваю сам с собой. А, звери. Я еще... мне тоже интересно. Серафим наклоняется, чтобы вытащить книгу. Вау. Вилдермиф. Дикий миф. Книга... Что она делает? Книга тяжелее, чем ее тонкий корешок наводит на мысль. Видимо, книга тяжелее, чем кажется, а ее тонкий корешок наводит на мысли. Смотри. Это все здесь. Эти полные истории чего? Странных. Здесь полно странных историй. Фольклор. Народный фольклор давно забытый. Какой-то вот Chained Boy. Это фольклорное, я так понимаю, имя. Не дает большого понимания. Это неудобная история мальчика, прикованного родителями к скале, который освобождает свой дух, перемещаясь по звеньям связывающей его цепи. Но вот я не знаю, насколько вот это вот полезно, что мы в книге читаем. Нам оно пригодится или нет, эти знания в будущем. Я что-то сомневаюсь. Древесная женщина. Это Тирс. Слезы женщины дуба. Уак, дуб же, конечно. Тычки есть довольно неплохая карточная боевка. Тут я вижу комиксность какая-то, картинка с фразой, следом еще картинка, типа чтобы у кого-то... Я так понимаю, это что-то типа для тех, кто вот комиксы любит, вот манги, знаешь, вот для этого, потому что тут мало того, что ты в комикс читаешь мангу, да, и дополнительно еще и за этих героев отыгрываешь, то есть это довольно большая аудитория. Просто, Дмитрий, я думаю, ты ни манги, ни комиксы не читаешь. Вот прям вот что-то мне подсказывает, вот что-то вот, не знаю, что навевает так эту мысль. Это странная бедная трагедия о женщине, сделанная из дуба, которая стоит на морском утесе, и термиты съедают ее, ожидая, когда ее любовь из плавника вынесет на берег. Красавица, обломок, вечно плывет за кромкой чего-то там. Опять какая-то история про Wizard Town магический. Город, видимо, какой-то. Город магов, может. Говорит, что родился волшебник, который так упрямо стучал твердыми кольцами, что они соединились. И этим методом он соединил все когда-либо рассказанные истории. Что происходит-то с ним?
Серафимов книгу не засосало, наверное. Серафим доходит до последнего слова, последние не были. Он все это время всю книгу успел прочитать. Осталось несколько пустых страниц. Эта книга, что-то в его чувствах сказала о приближении, что-то в нем словно вырывается на свободу. Да уж, я перевел. Но он не может сказать, что именно. Это комната другой истории. В нем есть место для другой истории. Книги, я так понимаю. Это холод. Я застрял здесь. Да. Тогда это было бы началом. Здесь, в нашей далекой стране, Серафим читает. Что-то, в общем, Серафим помирать собрался, что ли? Серафим пишет, слова готовы, предзнаменования сформировались в ткани всего, и теперь он начинает их узнавать. Некоторые опасения, они расползлись по его телу, как беспричинная боль, с которой просыпаешься. Другие, более существенные, теперь они кажутся молниеносно гладкими, обещающими гром. Ибо в диких черных лесах, где когда-то кричали птицы, что-то началась тишина, по-моему, да? Silence. Ненавистная тишина. И рычание. Тишина и рычание совмещаются, совместимы. Я толстые книжки люблю с 6 лет, но картинки в них одобряю, но текста должно быть больше, конечно. Просто тут даже картинки без эмоций нарисованных, или я их не вижу. Нет, эмоции тут, конечно, есть. Смотри на рожу. Тут на это все заточено, на эмоции. Тут люди некоторые даже скриншоты делают и себе на аватары ставят. Сумасшедшие. Ну а про книжки с картинками это совсем не то же самое, что манга или комикс. Это вот вообще не то же самое. Это вот в книжках с картинками тебе картинки помогают построить в воображении фильм в твоем воображении по этой книге. А комиксы или манга, там текст помогает дополнить уже имеющиеся картинки. Что-то раскрыть картинки. Вот. Это разные вещи. Не путай. Скучная книга, очень мало текста. Картинки слабого уровня. В общем, напоролись вкусы разные, да? Более заряд голову Серафима. Ну вот тебе лицо поменялось. Не видишь, что ли? Тебе одно не нравится, другое. Боль озаряет голову Серафима. Ой. Что у нас тут? Елочка напишет. Спадает. Я дожил до утра. Ну, короче, прекращается боль, а он дожил до утра в это время. Он опускает затуманенные глаза. Хорошо бы было, знаете, когда вот практиковать английский. Вот это, кстати, как раз. Вот для этого подходит. Тут довольно короткие предложения, и это круто. Для практики оно и надо. Его история лежит перед ним в ярком письме. За ним выросли пустые страницы. В смысле его история? Какая? Он еще ее не прожил эту историю. Почему я чувствую powerful силу? Так, кто у нас? Серафим выбирает 1 или 2. Так, 1 это... Сейчас скажу, что такое. Он вытаскивает ложку из карманов, плюс ложка. Второе.
Он вытаскивает ветку из-под обломков. Это крепкая ветка. Он любит пальмы. Стеф. Второе. Ну да что-то как-то это скучно ты выбрал. Мне чтобы ложку вытащить. Вот я сковородку взял, ты ложку. Еще бы кто-нибудь вытащил вилку и пошли бы что-нибудь пожарили бы, съели. Была бы банда этих хомяков хавающих. Первый это вент, вторая это посох. А вент это же тоже посох. Посохи для меня будут лучше. Зверюга! Пора, я ухожу отсюда. Иди ко мне, моя красавица. Вот она, красавица. А будет Серафим с ней забавляться. Если я, конечно, не заруиню катку. Он атакует, не видя, дико размахивая деформированными бивнями. Как там карта противника? Foe cards. Слушай, сейчас попробую перевести. Может, переведет все-таки. Карты врагов точно. Foe это враг, что ли? Рагер как-нибудь переводится. Ярость. Рейджер. Яростный. Окей. У нас тут всякая фигня есть. Так, попробуем покрутить карту. Так не крутится. О, вон она как крутится. А, и все, что ли? Под небольшим углом только. Небольшими углами карта крутится. Так, понятно. Инструменты. Баррикада. Тоже баррикада. Это у нас печь. Книжный шкаф, книжный шкаф. Телескоп тоже как баррикада. О! А что-то он дает, если... Ну-ка, 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 ну-ка. Некоторые мистики учатся играть на нюансах механизмов. Заблокировано у нас сейчас. То есть, если бы у нас какой-то мистик был, то он бы смог это использовать, что ли, механизм этот. Так, сейчас научиться надо магами. Я видел, что они что-то хватают какую-нибудь сферу и ее швыряют. Ну, сферу тут, понятно, одну, огонь. А вон еще можно шкафы швырять, мешки. Или ждать. Так, ну а ну-ка мы сюда встанем. Если мы сюда в двери встанем, то... А вот нам сейчас расскажут, как все это делать, наверное. Теги на предметах материал указывают, какую магию они дают магу. Огонь на старте хорош, дальше лучше осколки или металлы. Типа шрапнель. Так, слияние с объектом. Затем используйте объект для атаки. Смешать осколочный взрыв. Так, первое. Используйте способность вот эту вот третью интерфьюз. Интерфьюз, чтобы соединиться с огнем или пейзажем. Второе. Разные виды декораций дают разные эффекты или способности. Многие из них позволяют использовать декорации для нанесения урона врагам. Ничего сложного. То есть я могу отменить, да, если я первый... А, ну да, тут же Ctrl-Z есть, вот он. Отмена. Не знаю, что тут лампа может быть подожжена, я так понимаю. Так, ну давайте попробуем. Так, Q, да. А какая разница откуда? Ну вот давай отсюда. Это я ее зарядился. Ей. А что-то у меня еще один ход остался. Я же сюда походил уже. Вот сюда хочу ее поджечь, допустим, вот эту штуку. Что мне надо сделать? Огненную Steel Fire. Эту хрень сделать, что ли, или нет? Нет.
Steel Fire, наверное, отпустить огонь. Что такое? А это что такое? Ой, я не знаю, что это такое я сделал. Так, давай еще читать. Конкретное описание. Смешайте жизненную энергию мистика с пламенем или частью декорации. Смешанные цели дают обзор и могут использоваться для других целей. Даже еще и обзор дают. Так, еще раз попробуем. Forge. Так, вот, 2 хода у нас появилось. Что надо читать? Неугомонимый огонь обрушивается на соседнюю клетку, обжигая место приземления, нанося половину урона юнитам, через который проходит огонь. Что-то стреляет он как-то. Почему вот только вот в эту клетку, а вот в эту не стреляет? А, потому что загораживает здесь все. А из огня он сюда кидает и еще по себе может попасть. Вон оно как раз. Я понял. Все, я понял. Ну-ка давай вот в этот шкаф стрельни. Ой. Левой кнопкой надо стрелять. 2 дэмэджа. Я вроде не помер. Вот, а шкафа больше нету. Так, еще раз. А чё он потух? А как мне теперь поджечь снова? Я же могу зажечь? Ну-ка давай подойдем. О, зажег. Смог. Так, а у этой стены... у этой стены, наверное, брони. Так, сейчас я научусь с механиками. Это я передаю просто огонь. Угу. То есть здесь, неважно, где я стою, будет вот только так это работать дело. Ну, от лампы тогда вот в эту сторону можно поджигать. Если сюда кину, то он, наверное, потухнет. Он что-то там бегает, делает. Походу потух. Так. Попробую сюда встать. Стены хорошо так ограничивают. Так, хватаю я в радиусе прям ничего так, здоровый радиус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 клеток. А где это написано? 6 рейндж, вон оно. Все логично. Так, вот это что такое? Да ё-моё. Отозвать. Немедленно остановить слияние с целью. Это позволяет вам смешиваться с новой целью. Вон оно, понятно. Отзывать мы ничего не будем. А слиться, по-моему, даже с несколькими целями можно, да, одновременно. Привязываться к объектам ближе к врагу. Каст идет от места, к которому привязался. Сама привязка идет легким действием. Оно идет в дополнение к 2 экшен. Понятно, привязка это легкое действие. Вот это вот перышко, да, нарисовано, это легкое действие. Вон оно что. Оно только одно может быть. Легкое действие, если я правильно понял. Так, я хочу еще привязаться. Что вот это даст? Текстиль. Змей из живой ткани обвивается вокруг врага, замедляет и выжимает из него жизнь.
Это может быть подожжено. Не понял, а так, если он не подожженный, что он мне давать будет? Вообще непонятно. Ну ладно, давай стрелять, короче. А что вот это что такое? Illuminate. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то появилось прям фиолетовое такое, типа это крутая штука. Я излучаю немедленный свет, залитую лампу на расстоянии. Зажженные лампы полезны для других способностей. А, ну короче, поджечь лампу, что ли, тут? Ну да. Но привязка у нас не сброшена, да? То есть мы теперь стреляем с двух рук. Я так понял. А, с двух этих объектов. А, ну мы не сможем стрельнуть, потому что он за какой-то баррикадой, которую нельзя разрушить. То есть стрелять можно только отсюда. Но это специально, чтобы мы за мага не просрали в первые ходы. Все понятно. То есть мы сейчас просто отменяем это все дело. Сюда и сюда сбрасываем. Так, теперь мы хватаем что-нибудь отсюда и тогда этим уже фигачим. Тут текстиль есть? Сундуки вон есть. Чист. Ну-ка давай сундуками в него стрелять. Вдруг из них что высыпется, какой лук. Ну я знаю, тут луки вроде из сундуков не высыпаются, но... Мало ли. О, другая, смотри, фигня появилась. Взрывается, что ли? Взорвите деревянный предмет, превратив его в шквал осколков, разлетающихся по области. А, вот, и область показана. Понятно, понятно. То есть этот нам не нужен инфлюенс. Нам нужен другой. Вот этот. Вот если я сейчас нажму, сразу два взорвется. И потрачу только один, да, одно очко действия. Или нет? А, я сейчас выбрать должен, какой взорвать мне. Ой, и еще куда оно полетит? Так, почему-то 85% и повреждение одной брони, да? И 15% что стан будет. Одна броня пробита. У него теперь 0 брони. 2 хп. Что-то какой-то чит эти маги, я так понимаю, здесь в этой игре. Прям конкретный чит. Металл. Металл что дает? Сковывает, что ли? Превращает металл в цепкие придатки, которые приковывают одного врага на 2 хода. Точно сковывают. Давай замутим. Толку мне его приковывать-то, с другой стороны. Так, больше двух я схватить, кстати, не могу. У меня больше вот нету слотов для того, чтобы хватать. Ну давайте схватим его, что нам. Еще одно хп отнимется. Вот 3 дэмэдж. Почему-то 1 дэмэдж, 3 дэмэдж. А, 3 дэмэдж по ящику этому, 1 дэмэдж по нему прилетел. Какая-то фигня на него повисла. Дебаф. Не может двигаться. А, это вот этот пин, это как раз то и есть. Не может двигаться, защита снижена. Еще один ход будет действовать. Понятно. Не можешь, ну и не надо. Сейчас мы О, подожжем. Сейчас смотри, что сделаем. Вот это мы сбросим.
Мы схватим вот этот огонь. И им подожжем вот этот огонь. А, наверное, не сможем, да? Или сможем? Тут же стена. О, смогли сквозь стену поджечь. Понял, да? Так. А вот это что такое? Просто камень кинуть или что это? Каменный диск летит во врага или декорации, а затем рикошетит в другого ближайшего врага, нанося второй цели половину урона. Из чего он должен лететь? То есть я кидаю в каменный... Он раскрашивается, что ли, летит по всем... А, нет, куда я скажу? Наверное. Ну, давайте попробуем. Куда он летит? Он туда полетит или нет? Или только в эту цель? Что-то только в эту цель, походу. Те вроде целые остались. Куда выберем? Так, мне казалось, механика довольно интуитивна. Тут так много времени на разобраться потрачено. А ты думал? А ты думал? Ты-то просто, наверное, английский хорошо знаешь. Конечно, интуитивно, когда знаешь. Так. Кого мы выбираем? Серафиму. Выберите специальность. Ну-ка, сейчас почитаем. Энергия. Пассивный эффект: за каждый смешанный объект атаки Серафима в ближнем и дальнем бою получает плюс 2 к урону. Перепутанные объекты получают одно повреждение всякий раз, когда используются рукопашные дальнобойные атаки. Что за перепутанные объекты, я не знаю. За каждый смешанный объект атаки Серафима в ближнем и дальнем бою получают плюс 2 к урону. Это, короче, важно. Так, Серафим уже второе выбрал. Сейчас я еще посмотрю, что это такое второе. Что-то земля какая-то. Землеписец. 7 писец. Продвинутые взаимодействия, пассивный эффект: союзники могут ставить стены с перемешанными объектами. Камень пассивная дает дополнительную броню, защиту и временное здоровье. Активный кость каменного щита, костяная стена. Кость — это костяная стена. А, Rock Shield, понятно. Каменный щит. Используя кость, мы получаем костяной щит. Ну-ка, а последнее. Негодование. Пассивный эффект: присутствие Серафима. Я атаковал его противников, нанося... Ал, наверное, атаковал его противников, нанося 1 единицу чистого урона враждебным существам, которые по какой-либо причине оказываются рядом с ним. Нет. Короче, я ничего не понимаю. Выбираем это. Мне нужен русский. Мне вот прям позарез русский нужен. Броня магу. А то как же. Маг должен носить тяжелую броню. Ничего не знаю. Топ-игрушка? Серьезно? Ты тоже английский, что ли, знаешь? Вы все английский тут знаете? Вот собрались эти самые, как они, полиглоты. Пулиглоты. Собрались, все знают английский. Я с этим, с елочкой уже запарился играть. Новые... Если бы не Серафим, я бы тут даже с елочкой ничего бы не понял. Новые монстры бродят по разрушенным залам и гремят гниющей мебелью. Новые монстры бродят. Крутяк. Сейчас будем убивать. Я терпеть не могу читать, люблю убивать. Сейчас механику пойму, буду быстро всех убивать. Но Серафим двигается тихо, чувствуя дорогу в темноте. В принципе, поиграли уже за воина, за лучника, за мага. Тут больше не за кого играть. Так что все нормально, разобрались уже.
Дневной свет падает на его запястье, прохладный ветер успокаивает усталые глаза. Вот я слова понимаю, а как вместе их соединить? Это все тот же мир, понятно. Практиковаться надо. Он закрывает дверь башни мягко, чтобы не шуметь. Прикольно. Ну ладно, нарисовали прикольно, так скажем. Тут Дмитрий Ланнистер, конечно, не прав. Когда у тебя нет картинки, а у тебя Римворлд, допустим, да, то ты там каждый тонюсенькому изгибу радуешься как идиот. Вот тут та же самая система. Вроде все довольно простенько нарисовано, но чуть-чуть малейшее изменение на рисунке уже меняет выражение лица. Ну это круто. Так, это было искусство мистика, которым я занимался. Верно, башня. Откуда я это взял? Могло ли это просто случиться? Это чатик активный. Михаил, сложно. Вырубай. Михаилу вот сложно. Все понятно интуитивно. Вот Харкейзу тоже. Первое, чем больше сделаешь связи, плюс 2 атаки в ближнем бою было. Ну это я понял. Там в ближнем и дальнем бою было плюс 2 атаки. Ты про что? Про мага? Нет. Второе усиление магии, да, про мага. С камнями и 3 это типа возврата урона. Вроде. Все понятно. Чувак за книжкой всю ночь просидел и сейчас не вдупляет нифига. То ли он в книге, то ли просто не выспался. А, вон что, понятно. Это просто одна из тех вещей. Нефиг книжки на ночь читать, а ночью еще хуже. Вещи, с которыми человек рождается, которые могут расцвести в его жизни, когда они ему понадобятся. В этом действительно много смысла. Так бывает со многими героями. Короче, у него был дар магии, и он в этой башне его пробудил. Я так понял. Серафим! Хотя, значит ли это сила? Или я должен что-то с этим делать? Лучше, если нет. Серафим, ты здесь в порядке? Эй, Серафим, что-нибудь случилось? А? Дальше не понял. Я забыл, что вы двое придете, мне жаль. У меня только что была самая странная ночь и день. От меня этот валун, рядом с которым я рядом едва уцелел. Я и этот валун. Да, смотри, дым на горизонте, это из города. Опа! Стоять! Ты чё это вдруг грохнулся? Монитор стоял, второй грохнулся. Нормально вроде поймал. Ну-ка, не грохайся мне тут. Бред не играл так. Это на мили мага. Это про этого второго. Меняются механики. Игру допиливают до сих пор. 21 год они ее до сих пор допиливают. Ну, кстати, да, на рутрекере лежит вот эта игрушка. Она в марте обновлена. В конце марта причем. Видишь этот дым на горизонте? Это из города. Это Визард Таун. Он сгорел? Он горит? Башни кто-то завывает там. Так. Это что-то другое, чем что оно было. Да, но я не знаю, видели ли вы когда-нибудь нечто подобное? Монстры? Серьезно? Мы имеем
Конечно, есть. Чё? Мы убьем монстров. Мы убиваем монстров. Причем без вопроса. Короче, мы пойдем убивать монстров. Хорошо, я займусь магией. Что-то горгоны какие-то рядом с нами появились. Господи, так. Города. Сайт, места. Вы открыли для себя новый сайт, новое место. Однако оно все еще находится под контролем врага. Нажмите на баннер, чтобы атаковать его. На этот баннер, да? Во, всех взяли, хорошо. Атакуем его нафиг. Наконец-то атака. Наконец-то ничего читать не надо. Ёпта. Показалось, сорян. Я не тот, у кого есть планы. Это накаляет. Совершенного понимания вряд ли возникнет. Что это за звери, откуда они взялись, что их погнало атаковать город. Но позвольте им гнездиться здесь, это как-то неправильно. Просто мы должны, короче, сделать это. Да. Что-то такое. Что у нас здесь идет? Варианты наконец-то пошли. Вернувшись домой. Back at my house. Назад в мой дом. Вернуться домой все было довольно просто. Убейте зверя до того, как он убьет вас. Мужество. Плюс мужество дает. Это, короче, плюс атака будет. Это плюс защита, я понял. Стоицизм этот. Я только что вышел оттуда. Если мы будем методичными и терпеливыми, мы, по крайней мере, сможем от них отбиться. Тут, короче, мы вернемся сейчас домой, просто быстро зайдем, всех хлопнем. А тут мы будем аккуратно проходить и методично их вырезать. Ну вот это, конечно, вот это по-любому это я. Это я вот так вот всегда делаю. Ну, Серафим говорит один, поэтому берем один. Я играю через броню и аккуратность, и медленность. Серафим через атаку. Зато теперь понятно, почему игра не зашла в ру-сегменте. Это накаляет. Да, это реально накаляет, потому что в ру-сегменте английского языка не все знают. Не все знают даже русский язык. Какой уж там английский. Так. Все герои плюс 2 урона, а там бы плюс 1 броня была. А что такое на 3 хода? Потенции, что такое потенции? Потенция, ну что к чему потенция? Ну, в общем, это уже какая-то тонкость, это вряд ли можно перевести, понимаю. Или это урон разделить на потенцию, я не знаю. Характеристика какая-то потенции. Так, Ро это мы уже видели, мы его уже одного грохнули. Это в доме в горящем. Ну, в смысле, стартовым 2 персонажами-то бились. А вот этого мы еще не видели, но это стрелок. Это я видел на стриме, что это стрелок. Дальнобойный гад. Пробивая сквозь тени, его колючие придатки жадно дергаются. И все, что ли? Вся подсказка? Так, ну этого мы читали. Вражеские карты. 2 штуки. Сказано же было, быстро заходим, быстро всех ложим. Да, я так и понял. Быстро заходим, быстро всех ложим. Но почему-то Back in my house, причем тут я вообще не понял. Зачем сначала это написали? Ну это, видимо, особенности культуры
Так, каждый герой начинает с 2 очками действия каждый ход. Разные способности имеют разную стоимость. Одно действие, конец хода, требует 1 очко действия. Завершает ход героя. Понял. Это одно действие стоит 1 очко действия. Быстрое действие бесплатно, это легкое действие. Бесплатно 1 раз за ход. После использования быстрого действия, быстрые действия этого героя становятся одиночными действиями. Свободное действие не требует очков действия. Очки действия выбранного вами героя показаны вверху и внизу. Слева. Вы можете скрыть верхний дисплей в меню параметры интерфейс. Вот этот имеется в виду. Можно скрыть, можно оставить только этот нижний. Так, кстати, хорошая идея. Ой, это скорость. Где они? Вот они. О, я смог в английский. Так. О, слушай, а вот так-то лучше это все смотрится. Вот если вот так, под таким углом играть. По крайней мере, более так лорно. Лешка Вудстоун. Стоун Херон. Статуя, короче. Каменная статуя. Это у нас... Понятно. Костер. Просто дерево. В общем, это элементы надо рассматривать, да, и ими всех бить. Поэтому броня у нас сразу. Надо в 3 очка так стоять, как-то пытаться. Так. Что мы делаем? Так. Я думаю, как-то надо встать вот так вот. Дармага сюда и 2 типов вот как-то вот сюда, что ли. Или сюда как-то. Или вот с этой стороны, чтобы тут... огнем я не смогу ни в кого метать. Мне надо изнутри там метать, так что нам по барабану. Или вот этим вот тележкой туда вовнутрь кинем. Так, давай дармага сюда поставим. Алла сюда. Правда, у нас бронированный Серафим на самом деле. Вот где это показано, что он бронированный? Там у него 0,5 брони вроде мы ему дали. Не знаю. У Дармага вот видно 1 броню. Так. Пока ждем. Ждем. Экипироваться оружием ближнего боя, типа. Это уйти в инвиз? Что это такое? Скрыться. Шелковый шаг. Выберите цель неуловимым шагом. Ал проскальзывает в серую планету. Находясь в этом режиме, он скрыт от врагов. Его атаки игнорируют броню. Ну и... Как мне ее активировать-то? Он уже что ли в этом режиме? Непонятно. Коруч, что-то другое. Хрен его знает. Короче, даун. Все лучники могут в инвиз, так что они не только лучники, но и кинжальщики. Он не бронированный, он может броню из стоун делать. Мы ему взяли какую-то подвеску. Плюс 0,5 брони там было. Серафиму. Так, что, враги не прибежали, что ли? А если я выгляну? Так тут никого нету. Блин, ходы заканчиваются, короче. У тебя он длинный, а ты 1 ход сделал, все, он полностью заканчивается. Вот жопа, сразу надо до конца бежать. Так.
Принцип тот же. Тогда нам надо сюда встать здесь. Ну-ка исчезни. Нет, походу он так не работает. Вон оно как работает. Шу. Это куда-то прыгнуть, типа, в этом режиме надо обязательно. На месте нельзя оставаться, да? Зато теперь он постоянно в этом режиме. Ага, отлично. Но я так понял, он брони нифига давать не будет. Потому что между ними синяя линия пропала. Куда ты пошел-то, елки-палки? Тут сбрасывать правой кнопкой, что ли? Точно. Так, ты иди сюда. Так, сразу надо заряжаться. Всем, что тут есть. Так, ты пока защищайся. А ты выходи из этого дебильного режима. Брони раз не даешь. Или что, пусть. Ой, синим подсвечены клетки, куда он может и в инвиз уйти. Так, это понятно. Ему уж реально ему это меч в руку взять. Дагер. Как мне теперь с инвиза-то выйти? Или броня есть из-за того, что они рядом стоят. Я короче, не знаю. Ладно, пусть даун будет. Так, сейчас мы открываем дверь. Одним действием легким. И видим монстров. И закрываем дверь. А, закрыть уже нельзя. Так, тогда что делаем? Так. Может отбежать тогда нафиг? Точно, у нас это уже в руки взято. То есть они сюда забегут, и я им как дам это по башке. Только сквозь стену я смогу контролировать или нет? Вот под броней что-то там было частично. Ну ты, короче, иди сюда, лучник. Ты все равно в инвизе. Все равно бесполезен. Вот, броня появилась. То есть, если в инвизе, то он брони не дает. Все, механику понял. Так. Идем, пусть идут сами к нам. Хе-хе-хе, вы в моей ловушке. Аларм. Короче, они нас не видели, а вот сейчас он вышел, нас увидел и позвал товарища, походу. Быстро вошли. Ага, довали их, что бояться-то? Фига себе, что бояться. А кто механику будет разбираться? Вали, говорит, их. Что скажешь? Опа! Понял, да? Понял, да? Я специально так встал, чтобы их прям вот так вот пыдыщ-пыдыщ сделать. Вот так вот. И ни в одного не попал. Пыдыщ-пыдыщ. Так, что там нам написали? Давайте переводить. А, фланговая атака. 100%, если в спину ударить. А, только надо его ударить сначала, да? Вот сейчас он получил типа удар, он уже может быть обойден сзади и ударен. А, нет, не может быть. Он повернется сразу. Давай тогда Серафимом сначала замутим что-нибудь. Тут вот можно привязать. Этого мы привяжем, чтобы он никуда не бегал.
А ну-ка, стой здесь. Ну и бойся. Так, ну-ка, давай почитаем. 2 хода он не может двигаться. О, четко. Так, и... А, это финальная была? Завершающая, блин, я не успел прочитать. Да, это завершающая. Вот это тоже завершающая. Вот это вот. Сейчас мы его долбанем, пусть отлетит. И еще 15%, что будет оглушен. Так что... Крит, что ли, какой-то? Что это было? Почему больше-то 5? Я не понял, почему больше написано было 5, а он ударил на 6. Это, видимо, крит выскочил. Так, этот все еще стоит и будет еще стоять. Это где? Это снаружи. Почему я не могу кинуть? Шкаф. Лампа вспышка. 3 диапазона. Усильте сияние этого источника света до мучительного уровня, ослепляя ближайших врагов. То есть мне надо с костром объединиться еще. Костер далековато. Тогда мы можем передвинуться, потом объединиться с костром. О, броню дает. Иди сюда. Легкое действие как раз. Ну, нет, я не могу усилить свет. Фигня какая-то. Нет, не то что-то. И что мне с ним делать тогда? Маг вообще бесполезен, что ли, получается? Он ничем не может никак помочь. Так, вот эти штуки тогда надо стрелять. Вот этими хватать, кидать в него. Так, воин, воин, воин. Так, давай лучником, короче, грохнем его и все, да? Это завершающее. И дэмэджа. Правильно же, так я подойду, нормально будет, нормально. 98%, что ударю, 4 урона нанесу, а у него 3 хп всего. Да, эти легкие совсем. Но ошибок я уже понаделал. Разное количество опыта почему-то дают. Так, дают мне слиток, если я хочу. Шилд понижает урон от нефланговых атак на единицу. От нефланговых, то есть не со спины, если. Ну понятно, Дармагу сейчас возьмем. Он даже цвета такого же коричневого. Оффхенд. Оффхенд. В свободную руку типа. Но у нас в одной руке сковородка, во второй вторая сковородка. Все нормально. Все так и было задумано. О, еще что-то нашли. Плащ. Плюс 6. Шанс. Не стан, а стант. Что такое стант? Я не знаю. Трюк.
Сейчас переведем описание. Процентная вероятность того, что атаки нанесут дополнительный урон. И эффект, и трюковой эффект какой-то. Эффект трюка, пассивка. Атаки нанесут дополнительный урон. Ну это что, магу дать? Я так думаю. Так, с костром объединяться не надо. В обилке шкафа дальность 3 всего. Если были удары с двух сторон, все следующие будут критами. Если оружие имеет дополнительное зачарование стихии, станет... Стант даст эффект стихии. Стант даст эффект стихии. Ну, короче... стан шанс. У него уже, у Серафима 15. У Дармагу тоже 15. Так у них у всех по 15. Эффект стихии. Ну, кто у нас? Я не знаю, либо Аллу, либо Серафиму. Что Дармагу давать? Давай Серафиму куда-нибудь дадим. Он в плаще как смотрится, как настоящий мах. Опять читать твою. Твою налево. Последнее уродливое существо складывает свои кости и умирает. Голубая жидкость затемняет пыль. Спокойно в смерти. В этом есть достоинство. Вы делаете это печальнее, когда говорите, что... Тут еще эта елочка хреново цепляет, потому что мелкие слова. Что попало переводит. Привет, посмотри на нас, посмотри, что мы сделали. Не привет, а эй, эй, просто эй, посмотри-ка на нас. Посмотри, что мы натворили. Да, типа крутые. Сами себя подбадривают. День дропнулся. День начинается. Закат сладок, восход слаще. Вскоре они немного подчистили старую башню. Сразу все переведу. Говорю тебе, мы будем работать над этим местом вечно. Я всегда знал, что это утро начнется, когда я смотрел в небо и видел свою судьбу. Судьба вдохновляет на песню. Что-то типа того. Но мне интересно. Назовите свою компанию. Не будем ждать, пока нас оверран захлестнут. Теперь мы компания героев. Мы будем ходить по земле, мы будем сражаться, мы нужны людям, мы дадим себе имя и убедитесь, что это то имя, которое они будут петь. Похоже, вы думали об этом. Назовите компанию. Это что такое? Enter your name. То есть сами можем назваться, а можем выбрать что-то из предложенного. Ну, мне вот вообще по барабану. Надо наоборот какую-нибудь компанию назвать. Подожди, это точно компания наша? Ну, нормально. Будет переводить же, блин, потом. Как попало. Надо перевести так. Написать такое, чтобы оно не смогло потом перевести. Тея будет у нас компания называться. У Теи перевода нету. Имя собственного.
После этого все трое неразлучны. Ходят слухи, нужны герои, а этот мир будет затоплен печалями. Но к его защитникам в ту ночь присоединился костер. Чего? Тео. Мы рекомендуем. Короче, не знаю, что там дальше. Что-то неинтересное. А это что такое? Ваш враг усилился, что ли? Импрув. Ваши враги улучшают свои стратегии после каждого боя. Ну, картинка изменила, он синим стал цветом или. View. Смотреть текущие. Опа. Текущее усиление. А где он вообще? Почему я его здесь-то не вижу? Вот с этим мы бились и с этим бились. И от того типа что я не вижу здесь. Ну ок. А, вот добавилось, да? Вот оно. Гаргон, гаргон, гаргон. А, это все гаргоны, это раса, да? Гаргоны раса. Драувены тоже раса. А, в этой компании не представлена одна из рас. То есть в этой компании всего 4 расы, а максимум может быть 5. Тут и реал комплит, да, мы смогли, ни хрена себе. Так, что-то тут нам опять закидали. Инфой какой-то. Получайте баллы Legacy Points, открывая новые сайты, ну, места. Потратьте очки наследия Legacy Points, чтобы делать такие вещи, как рекрутировать героев, построить stations, станцию, отменить, короче, усиление, я так понимаю. Что такое каламитас? Бедствие, отменить бедствие. Построить станцию, вот это меня заинтересовало, как железнодорожника. Защита мест. Земель, да. Как только земля освободится от вражеского контроля, вы можете потратить некоторое время на ее защиту. Защищенные земли предоставляют ресурсы сейчас и в конце каждой главы, которые вы можете использовать для создания снаряжения в городе или между главами. А, ресурсы на создание снаряжения я могу использовать. То есть мне сейчас надо построить защиту здесь, чтобы она начала мне ресурсы давать. А вот это мне ресурсы, наверное, не дает, да? Хотя тут беленький, тут черненький, не понимаю. Ты даешь мне ресурсы? Крафтить можно, срекрутировать. Отправиться сюда. Посетить, наверное, гейзер. Какой гейзер? Посетить? Посетить нет. А, собирать. Собраться, наверное, здесь. Вот это что такое? Фортифицироваться. Усилить защиту. Подготовить защиту. Укрепить эту землю от вражеских вторжений. Подготовка защиты требует времени. Вон оно как. Вот оно что, Михалыч. Ладно, а здесь что мы можем делать? Вот она станция. А нет. Не понял. Охрана, что ли? Какая-то. Облутать землю, походу, да?
Ну, это я понял. Это у нас либо работа, то есть мы вот эти ресурсы добываем, если так, если я правильно понял. Или найдем какую-нибудь вещь сразу. То есть не надо крафтить, сразу ее найдем. Ох, ну не знаю, мы 2 часа вот поиграли. Конечно, интересно, но, блин, без русского языка, если честно, мне вот кошмар, как сложно в это играть. Лайк поставил и исчез. Вот Никин тоже лайк поставил. Спасибо, Никин, большое. Без русского сложновато, ребята. Я не знаю, можно, конечно, еще поиграть, но вот смысл... Давайте попробуем, найдем вещь. Не будем добывать ресурсы. Что нам дадут? Всеми ищем, да? Нам какая разница? Всеми быстрее. Ну-ка, если вот этого уберем, да, медленнее получается. Вот она, заполняется шкала. Дней до следующего усиления карты вражеской. О, то есть нам нельзя тянуть время, вообще никак нельзя. Что-то нашли. Тщательное изучение тайн этой территории оказалось полезным. Хорошо, мы это сделали. Территория вернется в руки простых людей, пока они занимаются здесь. Территория будет предоставлять ресурсы в конце каждой главы. Не, мы наоборот, типа защиту сделали этой территории, да? Но могли либо сразу ресурсы добыть, либо сейчас... А это что такое? Что мы получаем с этой территории? Кожи, типа слитки и нити магические. То есть мы не выбираем, нам просто сообщили по факту. А вот это то, что мы нашли. Вещь какую. Скорость добавляет плюс 0,7. Скорость явно надо бойцу. Ага, и сюда мы уже не можем положить. Потому что у Серафима занят слот. Если положим, то стан шанс уменьшится. Ой, стант шанс уменьшится. Плащ. Да, накидка. Накидка на Серафиме уже есть. Возьмем, короче, дармагу. Хорошо, ему идет. Вот постепенно из говна и палок делаем нормальных пацанов, да? Ну, как-то вот ты в этом плане поинтереснее, мне кажется. Не знаю, как вам. Тут, конечно, можно приближать все это дело, разглядывать, но как-то вот не то что-то. Ну, не знаю, может быть, конечно, будет нормально, если русский добавят. Но пока мне только сложновато врубаться долго. Все, поиграли. Да ты только пролог посмотрел. Ну, я же пролог прошел. Как бы можно на следующий стрим запланировать прохождение следующего чего-то там. А тут как это все работает вообще? Вот сохранимся мы, допустим, сейчас. Моя любимый номер сохранения 1. Так, вот сейчас мы выйдем, допустим, в менюшку. Вот. My Legacy. Моя история. Play. Вот, новая история. Теперь у нас вот. Это мы прошли. Открылась вот эта штука. Вот эта штука. Эта штука. И мультиплеер открылся на 5 героев. Че, нормально? Три новых главы открыли. Вот можно какую-нибудь пройти, другую теперь. Как вариант. Не, ну тут понятно, что можно и продолжить историю. Только чем она закончится, я не знаю. Ну, явно нашей гибелью. Тут вариантов других быть не может. Еще говорят, над территорией... Так. Ага, вот она, то есть защищена. Тут тоже щит появился, так же как над этой. И беленькие стали ресурсы. Но вот эту я механику тоже допер. Здесь можно теперь зарекрутировать на какие-то очки какой-то хрени. ЛП, вот оно. ЛП. Сколько чего добывается у нас есть. Блин, теперь мне интересно.
Я вот я как хомяк, я увидел, что что-то добывается. Мне сразу стало интересно земли захватывать. Все дела. То есть один бой, каждая земля это один бой, да? Ну, потом, если защитить или там залутать, что-то еще может параллельный бой. Ну, плюс, если на нас напасть могут с соседней какой-нибудь земли. Наверное. Но сейчас по-хорошему отрекрутировать. Стоит 3 человека, 3 как раз поинта этих. Хочу отрекрутировать кого-нибудь, потому что втроем скучно. Отправимся сюда. И вот она, женщина, которую я хотел. Так. И я могу потом выбрать, да? О, это вообще замечательно. Это я прям вообще хочу. Сейчас мы выберем. Так, она любит мужиков, все нормально. Вот, она будет наша. У нее тоже лаки. Потенция. И креативность. Замечательно. Так, это мы выбрали. А, у нее копье в руке. То есть она воин, что ли, будет? Если копье. Два воина. Я хотел двух лучников. Ну и хрен с ним, пусть будет два воина. Картинка красивая. Глаза у нее выразительные. Вот эта история про то, что мы ее тут встречаем. Не буду я это читать, вот извините, но это вот реально бесит. Короче, тут описание, что они ее знают, что она уже их знакома, я так понял, да? А, вот, все-таки мы можем выбрать, воин это или не воин. Хорошо. Один танкующий, в принципе, достаточно, я думаю. Ну, либо хантер, либо мистика. Но вообще в идеале одних хантеров набрать. Хантеры всегда рулят. Еще не знаешь, что-то Curiosity Expedition тоже игрушка. Вот похожа на нее, также вроде прикольная, но ни хрена не интересная. Так, и теперь мы должны отправиться сюда. Либо сюда. Вот два места. Сюда мы вряд ли можем. Можем. Ну-ка. Че мы? Утонем, что ли, под водой? Так, что-то началось. Что опять началось? Какая-то инфекция. Зараженные плитки небезопасны. Заражения увеличивают силу источника угрозы, могут нападать из засады на группы из двух и одного героя, со временем распространяться и превращаться во вторжение. Вы можете устранить заражение, удалив источник или отправив группе героев патруль на плитке. Где оно заражение? Где кто увидел заражение? Я не вижу заражения. А, вот нарисованные линии. Понятно. То есть мы сейчас вот этот доделаем. О, так это острова, что ли, тут, которые можно залутать. Стрэндж 3. Сила 3, да? Это или что такое Стрэндж? Сложность. Сила 3. Я не знаю, сколько мы до этого били. Какой силы, как бы. Ну, давайте, наверное, несколько посмотрим, а потом уже будем определяться. Лоркинг, Гипст. А где мы это видели, этих монстров? Хрен его знает, кто такие.
Дипст. Ну вот эти, наверное, должны быть, по идее-то. Давайте попробуем. Если сдохнем, то и ладно. Я не закончил рекрутинг? Почему у меня трое-то? Точно, ты смотри, что. Рекрутинг завершен. А вот теперь мы еще и специальность выбираем. Ну тут тоже шот на выстрел. Вот что-то новое появилось. Я имя, блин, не поменял. Ну и ладно. Ближние и дальние атаки ближнего боя. Так, ближнего боя, атаки и дальнего боя. Добавляют 2 хромоты на врага. Пассивка. Это калечащие удары. Замедлять типа можно. Это хорошо, когда длиннобойная пати. Какой-нибудь босс. Ну, на боссов, как обычно, эта фигня не работает. Негодяй. Каждый раз, когда она убивает врага, бесплатно входит в серую... в невидимость. Скрытность уходит каждый раз. Будем 2 одинаковых качать. Что нам стоит? Так, теперь это тоже зараженное, и это зараженное. Только вот это вот прям вообще что-то красное. Ну-ка, давай сюда нафиг. Посмотрим, тут 3 сила. 4 уже. Плюс 2 дэмидж. Тут вот пишут, что усилилось именно. Legacy Point нет, так бы могли бы отменить эти усиления. Ну да, игра постепенно усиливается. Надо успевать усиливать своих персонажей за этой игрой. За этим миром. А лучше даже не то, что успевать, а опережать. Как в ТЭ мы это делаем. Тоже сила 4 плюс 1 из-за инфекции, да? Ну елки-палки. Короче, помрем сейчас. Отправьте в патруль, может быть, инфекция снизится или нет? Что такое патруль? Сейчас проверим. Не понял. Очистили от инфекции, но все равно 4 силы. Может, это гон? Почему-то пишет, что инфекция есть. В соседнем появилась инфекция. Разрослась. Может, из-за нее тогда? Точно. Ну-ка, давай-ка здесь уберем. Вот и я, конечно, фигней страдаю. Надо, конечно, биться каждый раз. Биться, 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 биться. По-любому, как в ТЭ. Так, вот сейчас мы убрали. Инфекция 3. Сейчас пошли тут уберем еще. Здесь нельзя? Нет, можно. Надо вот эти инфекции сразу... И здесь инфекции появлялись. Что за хрень? Вот и здесь... Ну, это бесполезно это убирать. Привет, Олег, привет. Это я понял. Зато сила сейчас 3. Вот здесь тоже точно надо воевать. Ну, пошли, сольемся уже.
Тут события, кстати, да, каждый раз разные. Читать бы их было интересно. Точнее, не каждый раз разные, могут быть одинаковые, но в целом много разных. Вот мысль, может быть, шахта не так опасна, как мы думали. А где Серафим, собственно говоря? Упал сюда. Серафим попал в охотничью яму. Он, шаркая и кашляя, упал в темную каменную нору. Ты там живой, Серафим? Как сильно глубоко ты там упал? Достаточно глубоко, короче. Это излишне унизительно. Темная, вонючая, бесполезная дыра. Как я мог быть тем, кто сюда попал? Мы недалеко от пещер сектантов. Если это ловушка, может быть рискованно пытаться вытащить его. Что делаем? Вот у нас с вероятностью еще появляются варианты. То есть, я так понимаю, их выгоднее выбирать, но не факт, что они сработают. Дайте мне секундочку. Я спрыгну и помогу ему. Вперед! Это будет недолго. Он ловко спускается вниз и помогает Серафиму выбраться назад. Но тут же что-то там происходит. Кто-то сложность просто поставил высокую. В смысле высокую? Я же просто поставил предпоследнюю. Я же не высокую поставил. А при чем тут сложность вообще? Это хорошо, наоборот, что мир так же работает, как в Т, не дает передышки. А, вот этот, наверное, щит означает, что первого уровня сложность или нет? А, нет, что броня у него, наверное, есть. Короче, лучше бы они цифрами писали, насколько прокачан персонаж противника. Какого он уровня. Мы же все привыкли к этим чертовым уровням. Ага, вся территория. Поле боя, все. Все, что есть. Так, сразу надо тогда магам привязываться к различным фиговинам. Кому-нибудь там огню и чему-нибудь там еще. А к огню и к огню, если привязаться. О, сюда привяжемся. Ага, я кое-кого нашел, а нет, на меня нифига не нашли. Так, и дальность швыра у него какая? А, он ничего не швыряет. И швыряет, швыряет. Куда далеко не сможет швырнуть. Ну-ка, если я сейчас сюда стрелю. Инструменты. А, я огонь сюда просто переместил, и все, да? Все, что я сделал. А что у него хп на 2 меньше стало? У них у всех на 2 меньше хп. Блин, где я хп потерял? Пока сюда встанем.
защитную стойку. Они-то меня увидели, что ли? Увидели, что-то целенаправленно бегут. Ха-ха-ха-ха-ха. Ах ты ж, блин. Погоди, это завершающее, да? То есть мне можно сюда встать, а потом стрельнуть. По трем. Так, погоди, тогда ты сначала стрельни. Блин, нельзя так. Если вот так, то можно будет. Иди сюда. Или нельзя? Что-то я не понял. По трем, не по трем получится. Нет, по двум почему-то. Может, отсюда по трем получится? Это так не работает. У этого все потухло. Все потухло, все пропало. Так, это завершающее. Ну и хрен с ним, пусть завершает. По всем попадаю. Так, одного завалили, второго завалили. Остался только один. Дальность у него, он до меня не добегает. Так что я вот сюда встану. Лохи какие-то вообще позорные. А я тут их боялся. Третий уровень, что называется. А он же в ответку не бьет? Если я сейчас переключусь, это моментальное же переключение. Моментальное. Так. Ну-ка, сейчас попробую что-нибудь с ближнего боя замутить. Туды, будун. Подам. Отлетел. Так, что-то мне не нравится, что он отлетел. Он его отбивает постоянно, да? Бум. Дэмэдж есть. Так, здесь то же самое сделаем. 100% попадание. Ну, прикольно, прикольно. На начальных уровнях. А вот я сейчас смотрю, видел 3 черепа было. Это, наверное, уровень сложности, уровень силы монстров. До этого у нас 2 черепа я видел. И 1 череп видел. Это, наверное, то самое и есть. А почему-то только на одного персонажа мы можем это одеть. Магическая броня тир 1, а у нас магическая броня тир 0, да? Ага, все понял, потому что это чисто на мага фиговина. Ну давайте одевать второй тир, ну, точнее первый тир теперь. Вот она. Вердинг усилили, ничего не уменьшили. Нормально. Не знаю, что-то произошло, но что-то произошло. Что-то, наверное, нехорошее. Противники не имеют уровня, но у них есть карточки усиления, их тебе и показывают. Да это я понимаю, вот мне это не нравится. Лучше бы уровни им поднимали. Это не меньше, а наоборот дополнительная. Обилка первого уровня прошивает только первого. Только одного. Черепа это же количество врагов. Черепа это количество. Тут троих мы убили. Все, понял. То есть это не уровень сложности. Был. И вот мы теперь должны занять это место. И шмотку найти.
Вперед. Ищите шмотку. Там земли пусть захватывают по барабану. Вон какие-то, кто-то там усилился. Я ЛП тратить не буду. Попробуем пятого нанять. Вдруг получится. Так. А что, еще раз обыскать можно? А, там нет, там усиление было, нас отвлекли, мы не доискали. Вот теперь нашли. 2 слитка. И нашли хреновину, которую всем можно отдать. Бонус дэмэдж. И все, что ли? Бонус дэмэдж. Вот мы давали Аллу уже такую. И смотри-ка, empty слот. Это что, кольцо? Буч. Бруч. Что такое бруч? Магическая брошь. Это брошка. Брошка, видимо, сколько угодно можно вешать. Ну, у Алла есть, пусть теперь и у бабы будет брошка. Девушки. Так, все, здесь нормально, здесь защищено, крафт какой-то. А где наши эти ресурсы, которые у нас сейчас? Так, у нас ресурсы 7, 1, 3, вот это, наверное. А, нет, 3 игнота, 1, одна кожа, 3 слитка, одна кожа и одна магическая нить у нас сейчас всего. Это к концу главы мы получим, будет у нас 7, да? А это что такое? Гаргона, короче, какая-то. Так, сюда патрулировать, наверное, смысла нету идти. Надо сразу идти убивать Гаргону. Третьего уровня. А, нет, надо пропатрулировать. Чтобы Гаргона легче было, легче убивалась. А! Ничего, слабаки, выходи по одному. Понятия не имею, что они тут пишут. Какой-то он старик с какой-то клячей откуда-то сваливает, а мы туда наоборот бежим. Ну, как обычно. Все, старик свалил, а мы пошли за приключениями. Там же есть лут. Вот поймали, по-моему, это меня. А, этот квест я видел. Этот квест я видел. Короче, они тут жертву приносят какому-то гаду страшному, чтобы тот их не трогал. Вот решили Дарамага в жертву принести, деревенские местные. Добрые соседи-земляки, слушайте, нет нужды в крови. Первый вариант, второй вариант. Спасите Дармага силой, мы разгоним этот заброд. Ну, можно их победить. В принципе, может быть, они нам что-то дадут, если мы их убьем. Или нет. Чем больше боевка, тем лучше. Одно неведомое нечто и толпа деревенщин. А, мы без Дармага еще играем, без брони. Может, неведомое нечто их убьет первым. Надо спрятаться, что ли? Или не надо? Что-то не хочу я прятаться. Хочу из всех завалить.
Осталось двое. Чего у них дальность? Они до меня не добегают. Стрелков среди них нет. Что оно делает? Грибы. 2 дэмэджа в радиусе 5 клеток. Растения выпускают щупальца, которые хватают и затягивают врага, нанося ему урон и сковывая его. Ну, это ж идеально. А, только одного, что ли, врага? О, неведомое нечто прибежало. Надеюсь, оно их тоже будет убивать. О, нифига, оно на их стороне. Так. Ну-ка, давай выстрел насквозь. Одну броню сломали. Неведомой фигне. Ну, надо будет магом ее как-то тормозить, я не знаю. Это просто камень. Избавиться сначала от балласта, может. Так, а теперь магам надо что-то предпринять. Так, по-хорошему бы ему уйти сюда. Так, а ну-ка. О, могу! Да ладно, лови 100%. Заблокировал я его. А, он стрелять умеет. Ах ты неведомая фигня. Вот есть смысл переходить в стелс или нету? Типа ножами может зарезать. Не, давай, наверное, это. Долбить его до конца. 75% это плохо. Отсюда, наверное, будет больше или нет? Чем ближе. Нет, все равно 75%. Вернулся. Красавчик. 2 урона получили дополнительно. Так. А вот теперь имеет смысл... Стелс уйти, я думаю. Он же не горит у меня, персонаж-то сам. Вопрос, смогу ли я потом отсюда стрельнуть? Да, могу. Так, так, так. У него тут есть какие-нибудь показатели сопротивляемости? Так, сколько бьет? Это дальность... А, это атака огнем, если дыхать будет. Fire Resistance. То есть он защищен от огня. Значит, огнем не надо в него кидать. 4 рейндж. 4 дэмэдж. Рок Shield. Ага, можно щит кинуть. На кого угодно, но на одного только. А чё я вот этот камень не могу?
Наверное, не хватает, да? Дальности. Так, где еще там камень я видел? А, ты зачем скинул? Ай, что попало, сделал. Короче, сейчас сдохну. Чую, сейчас сдохну. О, блок. Вот так вот тебе. Так вот тебе и надо. Почему я его не могу ударить? Не понял. Понял, потому что кортики по диагонали не бьют, мне же говорили. Так, давай отсюда тогда. Увернулся, скотина. Блок сработал. Толку от этих магов. Три дэмэджа, 3 хп осталось. О, добежал что ли? Да ладно. Он плюнул огнем. Понятно. Тут либо мы все умирают, плюс 3 брони всем. А что значит плюс 3 брони всем? Вот это вот меня интересует. Это на следующий трай 3 брони будет или как? Не все. Ал умирает. Ал умирает, остальные получают 3 брони. Все понял. Ал умирает и делает 12 урона противнику. Ал теряет 2 хп максимального на всю игру. Давай вот это пока возьмем. Пока пусть живет. Потому что мы как бы вроде как выживаем. Или мне кажется? Нет, мне походу кажется. А я тебя добью в рукопашную. Вот так вот маг в рукопашную тоже может. Так, 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 так. На этот бой баф, ну я понял. Маг может каменную броню давать каждый ход против этого врага. Это почти бессмертие. Там одно действие, да, он два действия. Он мог за один ход две брони кинуть, что ли? Так получается? Или она завершающая была? Я что-то не посмотрел, какой квадратик беленький или с красненькой точкой внутри был. Точность повышает. Но это явно надо Аллу отдать. Будет издалека стрелять. Зато точно. Короче, всех освободили, всех победили, и мы вообще молодцы. И все красавицы. И красавцы. Так, что, обыскивать надо? Вот это что такое? Когда ваш персонаж ранен, он, наверное, лечится постепенно, пока идет время, да? Искалечен. Когда герой получает увечье, он отправляется в ближайший безопасный город, чтобы отдохнуть, пока снова не будет готов к бою. Героев можно покалечить один раз за главу. Если они падут в бою во второй раз, они погибнут. Понятно. Шествие 1 делить на 4. Окей. Что-нибудь найдем. Все, кроме Алла, могут искать. Хорошо, пусть ищут.
Ой, что-то случилось, что-то началось. Мог 2 брони дать запросто. Но зачем, если можно дать броню и камнем по голове? Так а ты же не знаешь, на кого он нападет. Смысл броню давать? Или так постепенно, типа, на каждого броню накидывать? А как она работает, броня? Я еще не знаю. Что ее... Она сразу снимается? Или как это? Или как синенькая? Она вечная? Что ее хрен собьешь? Ну, сложно сбить. Ну вот, мне еще... я про броню нифига не знаю, как она работает. Не знаю ее ценности, поэтому как бы применять. Вторжение. Горгоны в большом количестве идут, чтобы напасть на наши земли. Гоняя мирных людей перед собой, сравняв с землей дома и священные места. Ваши враги будут путешествовать от плитки к плитке, атакуя и разрушая объекты, пока не будут побеждены героями в бою или не будут отброшены построенной вами защитой. Их количество сократится. Как только размер вторжения достигнет нуля, враг рассеется и вторжение закончится. Во, мы даже их видим. 5. Размер 5, сила 10. И цель видно, куда идет. В город идет. Че, прикольная тема. Нормально, мне нравится. Как долго, как быстро они двигаются. Довольно медленно. Готов? Иди к своим. Как тебя там? Как тебя присоединить-то теперь? Вот так. Противники усилились. Так, мы тут что-то нашли. Потенция опять это. Ресурсы, 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 ресурсы. О, так мы 4 клетки уже захватили. Ничего себе мощные какие. Так, здесь надо идти сюда и броню, наверное, ставить. Чтобы она отбрасывала противника, что-то в этом духе. Я ж сюда нажал. Это, наверное, чем больше, тем дольше, или нет? Ну-ка попробуем максимальное. Успеем, нет? Успели? Одну только успели. Первого уровня только успели сделать. Ну, неважно, одна в любом случае есть. И эта броня куда идет? Defend, защищать. Короче, горгоны рядом, они напали, все пропало. Это что такое? 74% мне больше нравится, чем все остальное. Врывайтесь в бой, принимаете бой. Оставайтесь скрытными до последнего момента, сражайтесь с хитростью. Да на чё? Ворвались, всех убили. Там, наверное, еще кто-то живой будет. Помощники нам, нет? О, точно, помощники еще есть. Все герои плюс 2 атаки и плюс 1 скорость имеют. Это наш противник. Кого надо завалить? Описание их. Слабаки какие-то.
Так. Они все с одной стороны нападают, что ли? Нет, все с разных сторон. Я что, за всех играю? Ой, точно за всех. Ну что, здорово, конечно. Давайте попробуем отбить. Вообще лучше всех в одно место сейчас собрать. Пошли вот сюда, вот в этот дом. Дармак Ау. Тут Серафим. Наша девушка, еще какая-то Грей есть или Клей. Так, это просто дома сидят, да? Тут, кстати, одна дверь, вторая дверь. Неважно, короче, бежим сюда. Нашли противников. Давай, наверное, в проходе встанем. А хотя в проходе стрелять, блин, будет противник сейчас. По Дармагу бы пусть стреляли, в принципе, ладно, пофиг. Там нонеймы, не наши. Можно позволить и по ним пострелять. Так, а теперь бы нам вот с этой гадиной что-то сделать. Пининг, вот это привязывает. Он бежит не так далеко, можно сюда встать. Сразу привязаться. А это что такое появилось? Что случилось? Что-то, по-моему, ничего не произошло. Какие-то стрелы первого тира. Это, видимо, из-за защиты. Наверное, один раз только можно использовать. Все понятно. Надо было по толпе тогда бить как-то так. Если она по толпе вообще бьется. — 25%. Тогда лучше перейдем в инвиз. Куда-нибудь сюда прыгнем. Или сюда. Ну, вроде ничего, пережили первый их ход. Живет ли противник наши ходы? Хрен его знает, на что тут надо нажимать. Во, огнем вроде могу попасть и прям сжечь его нафиг. Чертям собачьим. Точно.
Получилось. Так, теперь нам дальше надо отступать. Я смогу же сюда встать, а потом стрельнуть? И он меня ударит, пока я буду идти. Нет, нормально все. Так, через огонь идти не надо. О, там еще противник, что ли, или что это такое? Не знаю, что там такое. Наверное, не противник. Так, давай, наверное, сюда топать. Попадет, не попадет, что-то сомневаюсь. Лучше просто сюда подойти куда-нибудь и подождать врагов других. Этих мы и так убьем. Вот этого гада. Пока сюда встанем. Маг бросил капканы на свободный пол. А, это капканы были. Вот это. Что это такое сейчас? Читать описание сложно, когда они нечитаемые. Долго. Так. Что там, кто не ходил? Так, минус 2. А, у них 3 человечка осталось. 3 персонажа. Какая-то еще гадость. Так, наверное, надо вот сюда встать. В защиту. Так, а лучникам, наверное, надо вот как раз прыгнуть. Угу. Сюда прыгнуть, это, конечно, офигенный вариант. Но что-то, мне кажется, нет. Вражеские карты. Что, добавили, что ли, или что это? О, некоторые, короче, построения дают защиту. Или некоторые предметы, да? Ну, понятно. И это все понятно. О, у нас зарядились, что ли, луки. Так, сейчас мы сюда привяжемся пока. Что-то вроде получилось. Что там получилось-то? Нету описания над ним. Хоблет. Скорость уменьшена на 2 хода. Ну, что-то совсем медленно теперь будет ходить. Хорошо, наверное. Так, это кто ходит? Стоп, стоп, стоп. Какие-нибудь милишники. Вот это вот пусть стреляет. О, блок у ворот или что-то такое. Крутая собака. Из-за спин-то умеет стрелять.
Или по своим попадет, но вроде умеет. 6 урона получил противник. Так, одного стрелка слили. Еще -1. Дарамак со сковородкой остался. И еще Ал-Ас у нас есть. Красавчик. Один стрелок остался у противника. А у нас еще девочка, которая, в принципе, в расход можно пустить. Я думаю, ничего страшного не будет, если мы ее в расход пустим. Опа, она. Там противник, кажется, сидит. Защищайтесь. О, еще противник. Что-то все еще и еще. Прут и прут. Я не понял, тут надо что-то сделать? Или они постепенно ко мне приходят? Ограниченное количество. Сюрприз от большой жабы я не хочу. Kill all enemies просто и все. Боди-блок. Красиво звучит. Что-то жаба далековато, пусть подойдет поближе. Не знаю, что попало, цепляю, конечно, но что поделать. Так, пошли гонять лучника. Надо спрятаться. Блин, я его отсюда, наверное, не попаду. Какой шанс там будет, непонятно. О, еще один. Баньера, блин, пришел. Блин, свалить что ли? Баньера-то меня точно тут грохнут с одного удара. Тут вот хоть отвлекли на себя жабу. Блин, так мне этих не хватит фишек-то простых. Один дэмэдж. Слушай, хорошо так урона вообще почти не получаем.
Два блока, офигеть. Один урон. Тут тоже один урон всего. Да чё блок не ломается? А ну-ка сломайся. Надо еще к чему-нибудь привязаться. Он стоит как-то, наверное, не очень у меня, чтобы привязываться. Отсюда тоже не дотягивается ни до чего. А, надо еще и видеть, да? А, можно вон как кинуть. Наверное, по кабану все-таки надо убить. Этого мы добьем как-нибудь уж. Че, нашу пешку одну убили? С лопатой. Опа. Язык прям у него длинный такой. Армага грохнули. Пусть будет инвалидом. Так, маг, может сможешь что-нибудь сделать, типа с их броней? Что-то вроде получилось, да? Гадина. Не попал, не попал. Так, тут бы заказать нам эти. Все, фишек больше нету, остались только наши. Заказать бы выстрел с небес, а вот он, град с небес, есть такое дело. Один остался, надеюсь. Увернулся. Он 2 урона получит в начале своего хода, мне кажется, все равно от огня-то. Защита у него. Да, 2 урона он получил. Нормально. Всего лишь дармага потеряли, это не страшно. Армор ломается только если входящий урон меньше
брони или спецатаками. Входящий урон меньше брони. Choice. О, скорая помощь. Нормальная тема. Фортификация первого тира. Так она никуда не делась. В принципе, эти фортификации можно мутить на таких спорных территориях, граничащих с врагами. Там хорошо отбиваться, лутая постепенно другие территории. Ну ладно, на этом я закончу. В принципе, ознакомились даже с атакой монстров. Я думаю, теперь уже поглубже. Что тут еще может быть нового? Наверное, все уже, всю игру посмотрели. Я, конечно, иронизирую. Ладно, ребят, все. Спасибо за просмотр, за комментарии, за оценку игры, которую нам тут устроили критику. Типа неинтересно комиксы читать. Ну, в принципе, я тоже такого же мнения, как бы. На английском мне интересно, было бы на русском, я бы почитал. Ладно. Игрушка нормальная, можно играть. Интересно качать героев. РПГ четкая. Вот эти вот травмы тоже мне кое-что напоминают. А-ля War Tales. И истории люблю. То есть можно поиграть дома тихо под вечерок, если ты знаешь английский или если игрушка уже русифицированная. Все, больше проблем не вижу. Играть в нее, трай проходить точно не буду, пока не русифицируют. Потому что меня это слишком... Елочка не помогает. Все, на этом все. Всем спасибо, всем здоровья, всем добра. Пальцы вверх. Пока-пока.